Привет! На своих тренингах по теме ответственности я делюсь с группой такой притчей. Однажды юноша проходил по улице мимо одного дома, где на крыльце сидели дедушка с газетой и бабушка, которая занималась рукоделием. Между ними лежала собака, которой было видно, что ей некомфортно, и она поскуливала. Хозяева собаки не обращали на это внимания, что юношу очень удивило. На следующий день история повторилась, и тогда он подумал, что если завтра все будет то же самое, тогда нужно вмешаться в ситуацию. На третий день, проходя мимо этого дома, картина не изменилась. Тогда он подошел и спросил: «Скажите, пожалуйста, а что происходит с вашей собакой? Ведь видно, что ей некомфортно, и она поскуливает». На что хозяйка ответила: «Она лежит на гвозде». Тогда он спросил: «А почему же она не встанет?» На что ему ответили: «Значит, ей больно настолько, чтобы скулить, но не настолько, чтобы встать». О чем же эта притча? Психологи ответят, что эта собака своим поведением демонстрирует феномен выученной беспомощности. Выученная беспомощность – это состояние, при котором мы не предпринимаем попыток изменить свое положение, даже если такая возможность имеется. Впервые это понятие было введено в науку Мартином Селигманом и Стивеном Майером в 1967 году. Селигман проводил эксперимент с собаками по схеме условного рефлекса Павлова. Целью было формировать рефлекс страха на звук, сопровождаемый ударом тока. Чтобы собаки не сбежали, их фиксировали в специальной упряжи. Через какое-то время клетку открывали и упряжь снимали. Предполагалось, что собаки, услышав звук, сбегут, спасаясь от удара током. Вместо этого они ложились на пол и скулили, не предпринимая попыток освободиться. В следующих экспериментах был добавлен фактор контроля над током. Одна из групп собак могла отключить его, нажав рычажок. Вторая группа повлиять ни на что не могла. И когда давали возможность сбежать, собаки из первой группы сбегали, а из второй – нет. Селигман сделал вывод, что если нет возможности контролировать и влиять на неприятную ситуацию, то развивается сильнейшее чувство беспомощности. Причем чувство беспомощности вызывает не само неприятное событие, а невозможность его контролировать. Но можно ли результаты экспериментов над животными экстраполировать на людей? Дальнейшие исследования показали, что формирование выученной беспомощности практически идентично что у людей, что у животных. Одним из таких экспериментов стало исследование Элен Лангер и Джудит Роден, проведенное в 1976 году. Жителей одного из домов престарелых в штате Коннектикут поделили на две группы. Одной разрешили самим выбирать, что они будут есть на завтрак, какой фильм будут смотреть и какой цветок поставить в комнату. Вторая группа не имела такого выбора. Эксперимент длился 3 недели. В результате у жителей из первой группы улучшилось состояние здоровья, они стали более общительны, и уровень смертности относительно второй группы снизился. Таким образом, подтвердилось предположение о позитивном воздействии контроля над своей жизнью и возможности на него влиять, даже через такие небольшие мелочи. Селигман выделил 4 основных источника, которые влияют на формирование выученной беспомощности. Первый из них – это отсутствие связи между вашим поведением и последствиями, то есть вы не влияете на результат, как запертые в клетке собаки. Второй – однообразие последствий, причем как со знаком плюс, так и со знаком минус. Ну, например, плохой преподаватель, который ставит оценки независимо от знаний студентов, а от суммы, занесенной в конверте. Ну или наоборот, у него было очень хорошее настроение, и все студенты получили хорошие оценки. Как и в первом, так и во втором случае от знаний студентов ничего не зависит. Третий источник – противоречивость последствий. Примером здесь может послужить поведение родителей, когда один из родителей за одно и то же поведение поощряет, а второй наказывает. И последний источник – это асинхронность последствий, когда между вашими действиями и результатом проходит большой промежуток времени. Ну, например, если вы как работник сделали какой-либо вид работы, а поощрение за него получили через полгода. Выученная беспомощность является важным фактором в ряде социальных ситуаций. Американский социальный психолог Бернард Вайнер
развил атрибутивный подход к формированию выученной беспомощности, выделив 3 измерения. Первое – это глобальность или уникальность, то есть когда плохо все или плохо только в данной конкретной ситуации. Второе – это временность или стабильность, то есть плохо всегда или только в данный момент времени. И третье – это локус контроля, когда причина неудач видится или во внешнем мире, или в себе. Основываясь на этих 3 измерениях, Селигман определил влияние на выученную беспомощность в наличии у человека оптимистического или пессимистического стиля мышления. Пессимист склонен думать, что в неудачах виноват он сам, они будут продолжаться долго и затронут самые разные стороны его жизни. Хорошие события пессимист воспринимает как временные и случайные, тогда как оптимист объясняет неудачи внешними, временными и конкретными причинами, а успехи приписывает себе и считает постоянными и универсальными. Хорошая новость в том, что можно получить прививку от выученной беспомощности. И такой прививкой может служить предыдущий опыт, когда вы имели контроль над ситуацией и добились желаемого результата. Если вернуться к собакам Селигмана, то те собаки, которые имели контроль над током, поддавались выученной беспомощности гораздо меньше. Что же делать, если вы попали в ловушку выученной беспомощности? Можно ли не опускать руки и не сдаваться апатии? Можно. И совет номер 1 звучит: делайте что-нибудь. Делайте что-нибудь, потому что можете это делать. Например, выберите сами, что приготовить на ужин, чем заняться после ужина, например, или как передвинуть мебель в своей комнате. Находите как можно больше точек контроля, в которых вы можете принимать решения и контролировать их исполнение. Подход «делаю, потому что выбрал делать» помогает вернуть или возобновить чувство контроля над собственной жизнью. Совет номер 2 – прочь от беспомощности маленькими шагами. Способ справляться – ставьте небольшие, но достижимые цели и обязательно отмечайте их достижения. Введите в список и перечитывайте его хотя бы 2 раза в месяц. Со временем вы заметите, что ваши цели и достижения становятся крупнее, и обязательно находите возможность порадовать себя за их достижения. То есть небольшие достижения помогают нам накапливать ресурс для более масштабных целей и также увеличивают уверенность в себе. Со временем вы можете сказать себе, что я достоин, я могу, я справлюсь и я могу влиять на свою жизнь. И третий совет: если вы не можете повлиять на решение проблемы, вы можете поменять свой взгляд на эту ситуацию. Неважно, какое событие происходит во внешнем мире, важно, как вы на него реагируете. И напоследок хочу сказать: берегите друг друга и помните, у собак Селигмана не было выбора, а у нас он есть.